Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня я желаю нам всех благ. У нас сегодня полнолуние. Наверняка вы со всех сторон слышите о том, что это особое полнолуние. Достаточно энергичное, достаточно, как я его называю, вскрывающее. И что же оно вскрывает? Давайте сегодня мы посмотрим, от чего уже пора отказаться в своей жизни, что уже назрело, что уже вскрыто, и нужно это просто убирать. Причем, что интересно, сейчас мы смотрим усилием воли. Это не то, что само уходит, да? Это то, что вы будете убирать своей рукой, своим сознанием, осознанным своим действием. Что-то необходимо убрать из своей жизни. Тем более, что впереди нас ждут врата рыцарь. Это врата революционеров, таких революционных преобразований. Да? И вот сейчас нам нужно фактически вывести на сознание, что убрать, да, и во вратах рыцарь мы можем от этого освободиться, да, произвести вот такую выгрузку программ, которые уже отжили свое, в которых нет ресурса. Да. Вы знаете, что я всегда вас приглашаю принимать участие в наших коллективных практиках. Это жреческие медитации, 5D-медитации, как я их называю, потому что они совершенно уже на других вибрациях у нас проходят. Поэтому кому резонирует идея о том, что бесконечно копаться в каких-то программах невозможно, их периодически нужно выгружать и заменять на новые программы, которые дают вам рост, дают вам ресурс. Поэтому работаем во вратах осознанно. Вот. И вся информация о том, как присоединиться, есть под этим видео. У нас с вами сегодня 4 позиции. Выбирайте. Я сейчас разложу 4 дракончика. Вначале я вам расскажу про энергетику полнолуния. Это будет для всех. Я всегда рекомендую смотреть сначала мои видео, потому что тот настрой, который идет для всех, он важен. И через призму этого настроя вы можете оценить потом ту информацию, которая идет к вам по позиции. Да? Так, вот почти что я закончила. Так. И что еще я вам могу сказать пока, последние штрихи? Это то, что у нас закончился видеотренинг, который длился целый месяц. У нас подготовлены мастера, которые продолжат дальше свое обучение в онлайн-игре, которая будет проходить для всех абсолютно участников группы Беркана в поле группы. Поэтому приглашаю в группу Беркана в Телеграм, если вы хотите поучаствовать в онлайн-игре, осознаться, раскрыться через психологические всевозможные практики, посты. Всевозможные девочки будут делать формат такой, чтобы вы могли осознать свои какие-то программы, которые уже не актуальны, которые пора отпускать. Как раз добавляйтесь, потому что все это сейчас очень в пандан прямо идет с вратами, вообще с энергетикой Земли. Сейчас тема преобразования, трансформация, поэтому помощь при трансформации неоценимая, когда мы работаем в поле группы. Итак, раскладываю я дракончиков. И первый у нас идет дракон Земли, дракон огня, дракон воды и дракон воздуха. А сейчас я считываю информацию непосредственно для всех по полнолунию. Итак, что у нас на обороте колоды? В каком мы сейчас все энергетическом процессе? Смотрите. Кана и Турисас. Смотрите.
Здесь информация про то, что накопилось столько энергии, накопилось столько осознанности, я не знаю, таланта, какой-то желание действовать, желание выйти за рамки. Ее так много, что это сдерживать практически уже очень сложно. Но Торисас — это энергетика сдерживания. Сначала хорошенечко подумай, да? Вот 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как будто бы что-то, несмотря на то, что есть много желания что-то делать, есть нечто, что пока не дает. И это создает действительно напряжение. И могут пойти вот эти вот состояния чересчур, да, чересчур. Какая-то экзальтация может пойти огненная. Но у кого больше огня, это одна история, у кого больше земли, другая история. А кто в балансе, тот почувствует некое состояние, ну просто важности этого момента. Вот действительно, как будто бы наступил какой-то момент X. Вот я его ждал. Вот сейчас будет можно. Все то, что раньше было нельзя. Ну, каждый из вас позволит себе что-то особенное. Так, что у нас еще идет здесь? Давайте вот на обороте этой колоды The Queen of Heart and Home. Королева сердца и дома. Такое вот состояние, как будто бы, вот смотрите, еще и ничто у нас, 5-й аркан, здесь на обороте. Такое впечатление, что как будто бы, смотри в себя, смотри вовнутрь, ты абсолютно знаешь все знания в тебе. И здесь идет канал связи с учителями. Но это какая-то совершенно другая взаимосвязь, абсолютно новое ощущение. Я даже не удивлюсь, если кураторы поменяются, потому что то ли кураторы меняются, то ли ваша осознанность очень сильно меняется. Смотрите, появляется целостный взгляд. Очень важное видение, то есть мы понимаем глубину процессов, не только как бы их ширину. Мы не делим на добро и зло, мы осознаем абсолютно весь процесс целиком. Об этом говорит и тройка монет, это про сингулярность духа, души и тела. То есть, понимаете, какая-то объединяющая энергия, как будто бы мы весь опыт в квинтэссенции сейчас видим. Дар признать ошибку, он появляется тогда, когда мы можем обобщить что-то. И тогда мы все наши ошибки воспринимаем как дар. То есть, оказывается, и даже ошибки становятся подарком. И вот здесь мы начинаем благодарить высшие силы за наши ошибки. И сейчас они уже не в силах сдержать вот этого внутреннего потенциала, стремления к победе. Тем более, что у нас есть карта, смотрите, 11-й аркан Солнца как раз-таки, который символизирует успех во всех делах, во всех начинаниях. И смотрите, замечательная карта «Новый взгляд». Посмотрите на мир по-новому, взаимопонимание и сострадание. Смотрите, как открывается по-новому ваш взгляд. То есть вы понимаете и принимаете то, что раньше вы бы не поняли и не приняли. Уходит критика, уходит какое-то состояние «ну почему?», «за что?». Есть состояние целостного видения и понимания, что ну вот так вот. Здесь по-другому ну никак. Вот таковы правила игры. И это ваш новый взгляд, это ваша новая точка сборки. Вы в состоянии принять и боль, и страдания, и открыться новому с ощущением веры, счастья, веры в добро, естественно, веры в себя, в высшие силы. И все это в вас объединяется, что нет противопоставлений никаких, есть одна только сингулярность. Вот здесь даже вот эти дикие змеи, смотрите, как символ мудрости, и тут вот даже 2 змеи, да, 2 змеи, как 2 такие противоположности, состояние дуальности отсутствует. Они сливаются, объединяются просто в состояние мудрости и надмирности. Но вот если вы уловили, что у нас открывается канал связи между менталом и сердцем, то есть когда нет вот этого состояния горя от ума, либо все так больно, все так тяжело, вот эта восприимчивость, вот эта жалость к себе, к людям, к миру, за что это все,
То, что мы называем состраданием, сопереживанием, иногда очень тяжело нам это пережить на внутреннем плане, потому что мы все эмпаты, раз мы эзотерики, то мы очень восприимчивы, естественно. И вот это состояние отгородиться, которое приводит к тому, что мы замыкаемся, в принципе, в себе. А вот это состояние рождается новый взгляд, как будто бы все правильно. И что ты на самом деле именно своим взглядом, именно с целостным видением можешь это все объять. Вот это новый взгляд, который рождается у нас с вами. Я думаю, что учитывая пятый аркан Иерофант, вот замечательная карта, да, которая говорит нам, что ну вот так вот. Если ты посмотришь на мир вот таким образом, да, вот так посмотришь, то тогда ты осознаешь, что на самом деле космос, да, с греческого переводится как порядок. Все на своих местах. Все так и должно быть. Все нормально, все хорошо. Ну что ж, поздравляю нас с этим осознанием, и мы начинаем наш расклад. Первая позиция, так я буду убирать. Все время забываю, что надо оставлять только одну позицию. Так, первая позиция. Лайки, пожалуйста, подписочки на канал «Иная реальность». Я работаю для вас. Дракон Земли. Поставьте тайм-код. От чего уже давно пора отказаться. Причем так, с усилием, с осознанностью, убирая осознанно это из своей жизни. У вас оборонительная позиция, ловушка. От кого же вы обороняетесь? От кого вы защищаетесь? Вы защищаете себя от любви. Представляете? Вы спрятались от любви, от партнерских отношений. Вам страшно идти в какую-то новую историю любви. Может быть, это новая история любви, прям любовь-любовь, да? А может быть, это какой-то тандем творческий, а может быть, это какой-то бизнес-проект, да? Но вам страшно. Скорее всего, сейчас ситуация выглядит таким образом, что для вас это прямо, ну вот если вы вот пойдете, если вы вот прямо поверите в себя и в людей, то вы прям экзамен сдаете. Это прям зачетная будет у вас история. То есть, смотрите, вы прямо сейчас очень даже... Так, The Queen of Bedlam. Ну, у вас королева беспорядка. Это говорит о том, что много противоречий еще внутри по поводу этого. Семерочка, смотрите, проекции. Как будто бы два голоса внутри вас. И один голос нашептывает одно, другой голос другое, и все превращается в некое противоречие. Все-таки да или нет, нет или да. Как я часто говорю, да, но, нет, но. И всегда есть какое-то но. Ну что, учитывая ту информацию, которую я дала вам в начале расклада, получается, надо посмотреть на эту вещь как-то шире. Да? У нас выпала карта «Целостный взгляд». У нас выпало посмотреть на эту ситуацию с более высокой точки зрения. Не надо бояться, как будто бы сейчас мы еще доложим, сейчас мы посмотрим. Смотрите, у вас тут совет тройка огня, кстати. Активность, соблазнение и завоевание. Иногда стоит отбросить сомнения и действовать, несмотря ни на что. Главное идти. Так все-таки идти. Вам совет все-таки идти. И смотрите, дар у вас появляется личные границы. Скорее всего, отношения приносили вам боль. Еще раз говорю, отношения на разных уровнях. Возможно, это прямо, знаете, так вот шло через все. То есть неумение выстраивать личные границы, незащищенность вот эта ваша, она приводила к фиаско во всем, скорее всего. Трудно было реализоваться в социуме. Но сейчас, смотрите, у вас есть Тейвас. Это символ того, что я боевая единица, я воин света. Я знаю, кто я, и я знаю свою цель и куда я иду. Да? И у вас есть Геба. А Геба – это вера в любовь, вера в справедливость, в людей, в Творца, в добро. И у вас есть сейчас и то,
и другое. И это замечательный тандем, который сейчас позволит вам быть успешными. Поэтому убирайте вот это сомнение в людях и в том, что вы реально можете реализоваться, а не слиться, да, с кем-то, потеряться в каком-то тандеме. И смотрите, у вас карта «Веди, а не следуй», новый путь, будь лидером. И все-таки лидером, предводителем. Это, наверное, непривычная для вас роль. Это, наверное, то, что вы в последнюю очередь бы для себя желали или хотели. Но именно в этом ваш прорыв, ваш духовный рост. И сейчас вам это абсолютно, как говорится, по зубам. Да? То есть если раньше, скорее всего, действительно нет, то сейчас вот эти вот все вещи отбрасываем, вы сделали колоссальный духовный такой скачок, вы себя воспитали, вы себя сделали. И вы вполне можете создавать потрясающие проекты совместно с единомышленниками, с теми, кто действительно, ну вот, как мы говорим, РД-поток, потому что Геба – это любовь, это любовь. И посмотрите, какая гармония Тейвас и Геба, нераздельно и неслиянно. Покажите, пожалуйста, всему миру, как можно работать в команде, как можно создавать союзы с кодами пятой мерности, как работает наша группа Беркана, где каждый в своей уникальности проявляется и при этом в едином потоке любви и света. Отбрасываем все сомнения, дорогие мои, драконы Земли. Не сидите там. Вот, вылезайте из своей щели, покажите, какие вы мощные, сильные. Не бойтесь брать ответственность за других на себя. Вы этого достойны. Ставьте лайки, подписочки. И давайте тайм-код поставьте, помогите мне. И это у нас вторая позиция, дракон огня. Мы рассматриваем с вами, что необходимо убрать из своей жизни, так сказать, энергично и по-волевому. Урус и Адал. Откладываете вы какое-то важное, кардинальное для себя решение, которое вообще очень давно уже вот прямо пищит: делай, делай это, надо делать. Ну, как будто бы вот постоянно, ну, может, потом, ну, вот прямо, я не говорю, не буду делать, нет, я сделаю, ну, потом. Здесь постоянное ощущение, как будто бы, да, я готов, но не сейчас. И вот это постоянно, да, готов, но не сегодня, но не сейчас. Угу. Ловушка агрессии у нас выпала. Но здесь, смотрите, сейчас я доберу еще карты, посмотрю. О, no, из тени, смотрите, что у нас выскочило. И изоляция. И что бы вы ни говорили, смотрите, я здесь больше эту агрессию вижу по отношению к себе самому. Самосаботаж и, собственно, самолинчевание происходит. Вы разрываетесь и кипите, что мешает мне идти, так сказать, и блистать. У вас настолько много сейчас внутренней энергии, но вот этот вот шаблон, что я не могу, у меня не получится из-за каких-то плачевных опытов, у вас просто должна быть мощная самореализация, скорее всего. Да, у вас большие перемены, кстати, у вас десятка, колесо фортуны. Вот мне кажется, ваша жизнь мощно меняется, вообще все перемены на пороге, и что вы должны сделать, это начать. Ну вот отмашку себе дать. Короче, я иду. Исцеление скорби. Вот смотрите, вы плачете, вы как-то застряли в прошлом, а вам говорят: вообще-то ты смотришь назад, а у тебя перемены, и ты должен смотреть вперед. И вы это как будто бы прекрасно понимаете, и у вас возникает вот это вот как то назад, то вперед, то назад. И как рыба, рак и щука вы энергетически расползлись.
Поэтому соберитесь в кучку, перестаньте сливать энергию, уничтожая сами себя. Ну-ка, какой у вас совет? Звездные братья, защита, безопасность и доверие. Да, дорогие мои. Здесь есть страх повторить что-то старое. И смотрите, и вы лелеете вот эту внутреннюю какую-то неудовлетворенность собой, как будто бы она оправдывает вашу неготовность идти вперед. Что вам советуют? Ищите близких родственных душ. Вот вместе веселей. Вместе веселей. Возможно, вы еще не можете самостоятельно что-то сделать, хотя у вас вообще-то потенциал колоссальный. Но первые шаги вы можете сделать с кем-то, под руководством чьим-то. Потому что у вас есть руна Адал, которая часто символизирует человека, который хорошо знает свое дело. Поэтому если у вас есть добрая душа, человек рядом, который сможет вам помочь сделать вот этот мостик, переход, да, из одной реальности в другую, у вас точно сумасшедший квантовый переход по 10-му аркану, колесу фортуна, может быть, даже вам делают предложение какое-то, а вы можете чувствовать себя нересурсно на самом деле, в больших сомнениях. И одновременно понимая, что это ваш шанс, вы все равно саботируете и не находите в себе, ну, смелости. И вот закипаете, да? Поэтому своим усилием воли поймите и осознайте, что у вас есть пока программа, которая саботирует движение в новое. Пожалуйста, выгружайте ее вот во вратах «Рыцарь», добавляйтесь в нашу группу. Вам нужно запускать программу «Естественное движение в новое», не залипание на старом, не лелейте, не холить вот эти вот страдания, да, которые у вас тут. И не выливать агрессию на себя самого, либо на других, если у вас периодически это тоже может быть, потому что здесь такая, знаете, буйная на самом деле энергия, но я понимаю, что мы все разные. У кого-то это все кипит только лишь внутри, у кого-то может быть периодически выливаться на домочадцев. Здесь может выливаться агрессия, обида, эмоциональная любая реакция как раз на того, кто предлагает вам помощь, например, кто желает для вас добра. Поэтому посмотрите, пожалуйста, по сторонам. Может быть, тот человек, на которого вы злитесь и обижаетесь, это посланец высших сил, это, возможно, ваша духовная родня, которому стоит довериться. Конечно, в каждом случае это что-то по-разному, но обратите внимание на ваше окружение и убирайте недоверие высшим силам, потому что вы под защитой высших сил. Все, что мешает вам это почувствовать, это ваша внутренняя эмоциональная неисцеленность. Вот. Это, знаете, когда очень что-то болит, и мы это место, которое больное, всегда вот как-то убираем, да, из-под какого-то удара. То есть вы не готовы принимать какое-то предложение, которое вот на самом деле очень сильно изменит вашу жизнь, причем к лучшему. Это как бы подарок богов, можно так сказать. Если вам нужна помощь, терапия, здесь может быть такой момент, то тогда обращайтесь на личную консультацию, записывайтесь заранее, контакты вы найдете под этим видео и добавляйтесь в наше нежное поле любви Беркана для того, чтобы принимать участие в наших коллективных медитациях. И у нас к тому же начинается онлайн-игра, как раз таки, которая, кстати, называется «Мы работники света». Может быть, там в этой игре вы докопаете и дораскроете, что вам необходимо выгрузить. Ну что ж, люблю вас, целую, обнимаю. Лайки, подписочки, тайм-код. И у нас третья позиция.
Что же мы должны с вами осознать и изменить срочнейшим образом, волевым решением, убрать из своей жизни, потому что очень важно уже идти нам в новое, да, и вот полнолуние нам как бы говорит: давай, давай. У вас ловушка отречения. Ну, смотрите, вы, в принципе, изменили самому себе, самим себе. Какая-то ваша часть умудрилась вас переманить и сказать вам, что вы недостойны, вы не можете, допустим, осуществить какую-то важную миссию на Земле, что у вас нет собственного канала, нет собственного потока, что у вас совершенно нет никаких способностей. Здесь про то, что вы проводник. Вот у нас часто на дракона воды выходит вот эта история. Потому что действительно дракон воды – это парапсихолог, это медиум, это проводник, это и целитель. Очень мощные способности всегда идут у драконов воды, парапсихологические. Давайте посмотрим, что еще. The Lady of the Forest. Ну, смотрите, вот эта вот девушка, да, лесная наша фея, говорит нам о том, что это вся вот эта программа, это еще из прошлых жизней на самом деле. Это такая вот история, когда хочется под камушек спрятаться, забиться. Так проще, так как-то. А у вас солнце. А у вас солнце, а вам надо проявляться. Представляете? А хочется под камушек забиться. Нет доверия высшим силам. Скажу вам так, что нет такого понятия «я и высшие силы». Канал течет прямо через вас. Вы и есть канал, вы и есть поток. Вот соединяйтесь с этим внутренним ощущением, что я и есть мои учителя, я продолжение этого канала. Раскрывайте его в себе. У вас совет – это король Пентаклей, который говорит о том, что берите ответственность на себя и предпринимайте практические шаги по изменению этой ситуации. А вы знаете, о чем идет речь. Наверняка у вас какой-то прыжок веры. Точно сокровище души. Вы раскрываете свои дары и таланты. Вот я вижу, что здесь вот творческий потенциал, он же и магический дар. Ну вот именно про талант. Про талант, который пора уже заземлять. Талант, дар или как вы его назовете, способности, которые необходимо отдавать, нести людям. Давайте посмотрим. Древние киты и касатки, и тут водичка, смотрите, и тут вода. Пусть все услышат вашу песнь, звук и глубина. Но не уйти вам от передачи знаний. Прям через вас идет информация, и у вас 11-й аркан Солнца говорит о том, что вы учитель. Вы учитель, там, целитель, медиум, не знаю, но вы тот, кто передает. И когда вы не передаете, вы просто страдаете и болеете. Вы себя чувствуете просто чахликом каким-то. Вот. Поэтому если вы чувствуете себя чахликом и человеком, который ни на что не способен, то это только по одной причине – вы не начали делать то, ради чего вы пришли в этот мир. Поэтому то, что нужно убрать, сомнения в себе, желание куда-то скрыться, вот, и вам надо начинать отдавать. Вот кто притянулся на третью позицию, значит, недоверие у вас есть к себе в плане, что я правильно считал информацию, и вы зажимаете свой канал на отдачу. Вот это, пожалуйста, убирайте, выгружайте, и поможет вам в этом наверняка практика в «Звездных вратах рыцарь», где мы будем проходить осознанное посвящение в жрецы. Вот. А вы жрец, у вас есть миссия, вы работник света, у вас медиумический дар, это все видно, это заметно, поэтому приглашаю вас в наши практики, добавляйтесь в группу Беркана, все ссылочки, все контакты есть под этим видео. Люблю вас, целую, лайки, подписочки, ваша Иная. Ну и тайм-код у нас сейчас 4-я позиция. Мы смотрим, что необходимо убрать из своей жизни срочно, волевым таким жестом мощным.
Мы убираем что-то, что мешает нашему развитию, движению вперед. Еще раз говорю, это то, что вы будете делать сами. Вы не будете ждать, когда кто-то придет и сделает это за вас. И здесь полностью переосознание, вообще, знаете, как смена курса, смена деятельности, смена... У вас ловушка диссоциация. Смотрите, у вас какая-то крупная перемена в сознании. У вас в голову не помещается даже, как это самому себе объяснить, не только объяснить кому-то. То есть вообще, что происходит с моей жизнью? Что? У меня полный какой-то... Как будто я разваливаюсь на части. Одна часть меня проживает одну жизнь, а другая часть меня проживает другую жизнь. У вас диссоциация, а вам нужна интеграция. Вам нужно осознать, что это прекрасно сочетается в одной вашей голове и в одной вашей судьбе. Вы можете быть настолько разными, вы можете быть настолько вот именно в разных областях вы можете себя проявлять. Знаете, на первый взгляд это может показаться странным, но на самом деле можете. У вас какое-то состояние, как будто от чего-то надо отказаться. Так, The Lady of Song. У вас раскрывается дар донесения информации. Тут Иоанн Сус говорит о том, что вы тот, кто будет доносить информацию, но под агас это может быть какая-то информация нестандартная, расширяющая сознание других людей. Естественно, под агас идут контактеры, проводники, ченнелеры, те, которые контактируют с иными мирами. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Игривость вот такой замечательный. То есть, если вы понизите, скажем, снизите значимость вот этого выбора, то вы поймете, что это даже прикольно, интересно и надо попробовать. А вдруг получится? А вдруг у вас получится, да? Попробуйте, попробуйте. Семерка пентаклей. Значит, смотрите, семерка пентаклей говорит о том, что на самом деле ваш путь предопределен. И из-за того, что вы просто не понимаете и не знаете, как это все разрулится, это не значит, что оно не разрулится. Здесь как будто бы разрулится все прекрасно, и вы потом даже посмеетесь над тем, как же вот я себе создавала так много каких-то условий внутренних, да, трудностей. Уберите вот эти условия из своей головы. Поймите, что в вашей голове может умещаться много всевозможных ролей, информации, там многозадачность может какая-то быть. Здесь можно соединять несоединимое запросто, абсолютно. Уберите вот это состояние или. И не относитесь слишком серьезно вообще к жизни вообще. Просто попробуйте. Попробуйте новый вариант вашей реальности. У вас явно переход на какую-то, знаете, творческую работу, более креативную, более, знаете, свободный график, какая-то работа, связанная с общением с людьми, с тем, чтобы показать себя по-новому. Ну, вообще, вот замечательно. Сыграйте в эту игру. Ага. И дар у вас божественная любовь. Ну, вообще замечательно. Любовь – это колоссальный магнит. Что хочется сказать? Вот по ловушке диссоциация. Не отказывайтесь от любви, божественной тем более. Да? То есть, отказываясь от какой-то части себя, вы предаете божественную любовь, которая течет через вас. Просто дайте себе время. У вас семерка пентаклей, которая говорит, что все придет в свое время, и понимание в том числе, и вознаграждение, и так далее. И если сейчас сразу все это непонятно, ничего страшного, просто посмотрите, вот дайте этому процессу произойти. И пока просто играйте.
И совет: ослабь хватку, контроль, зависимость, впусти благодать в свое сердце. Совет говорит сам за себя: контроль ума. То есть как мне сочетать несочетаемое? Как это будет? Да? А как? Да? Позвольте Вселенной перенести вас на своих ладонях в иную реальность, которая уже выстроена для вас. Самое главное, что она уже существует, а позвольте себя туда просто перенести. Будьте вот в игре, относитесь к жизни как к игре. И я приглашаю вас в нашу онлайн-игру, в группу Беркана, и я приглашаю вас принимать участие в наших жреческих практиках во вратах, в звездных вратах. Добавляйтесь в группу. Люблю вас, целую, нежно обнимаю. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.